Сказка «Принц Ворон», 7 глава. Птичка-шпион. В королевском зале злая колдунья сидела на троне и размышляла над тем, как бы ей извести принца Ворона. Тут она вдруг вскочила и воскликнула: «Точно! Я ведь могу сварить зеркальное зелье и посмотреть, что он делает и где промышляет. Заодно придумаю план, как его уничтожить». Ночью она колдовала над зельем. Когда у нее все получилось, она бросила перо ворона в зеркальную гладь и прошептала: «Покажи мне принца Ворона. Хочу увидеть, что он сейчас делает». Она увидела молодого юношу, лежащего на кровати. «Не может быть! Это он?» Не могла поверить своим глазам ведьма. «Он же должен быть птицей, а не человеком! Нет, так не должно быть!» Она ходила по комнате взад и вперед и продолжала бормотать себе под нос: «Этого просто не может быть!» Она вдруг остановилась, ей в голову пришла мысль: «Надо за ним понаблюдать, послать шпиона к нему в замок». Она взяла в руки книгу и стала искать, как сделать фальшивую птичку. Долго листала и, наконец, нашла. Взяла лист бумаги, крутила его и так, и сяк, бормоча себе под нос заклинания. Положила комок бумаги на стол, взяла с полки склянку с каким-то зельем, побрызгала на него и прошептала: «Лети к ворону в замок и следи за каждым его шагом. Когда солнце сядет во второй раз, возвращайся обратно». Бумага зашевелилась, превратилась в белую птичку и упорхнула в окно. В замке ворона Анисия стояла на выступе, держась за изгородь, смотрела вдаль и ждала, не появится ли ворон, но его все не было. Солнце начало садиться, а он еще не прилетел. Опустив голову с грустью, она повернулась и тихо пошла в свои покои, разделась, легла в кровать и вскоре крепко заснула. Она не услышала, как в открытое окно влетела белая птичка и уселась на маленький выступающий кусок камня под потолком. Незадолго до полуночи в ее покои влетел ворон. Он тихо сел на край кровати и стал смотреть на спящую девушку. Как только пробила полночь, у ворона стали вытягиваться крылья, лапки и все тело. Через мгновение все его тело приобрело человеческий облик. Он по-прежнему сидел на краю кровати и нежным взглядом смотрел на Анисию. Своей рукой он дотронулся до ее черных переливающихся волос и погладил. Он хотел дотронуться до ее лица, но в этот момент девушка зашевелилась и повернулась во сне. Он даже отпрянул от неожиданности. Замарашка продолжала спать. Теперь он мог прямо смотреть на нее, не отрывая взгляда. На ее лице не было ни единого пятнышка. Оно было белоснежным, с легким румянцем на щеках. Ее коралловые губы были нежны и манили его. Принц продолжал любоваться этой неземной красотой. Посидев еще немного, он встал и пошел к себе. Уходя, он оглянулся еще раз, посмотрел на нее, улыбнулся и тихо вышел из ее покоев. Ранним утром лучик солнца пробрался сквозь окно и упал прямо на глаза Замарашки.
Она сладко потянулась, открыв глаза, тут же их зажмурила. Слишком яркий свет немного ослепил ее. «Я видел, ты уже проснулась», — услышала она голос ворона. «Я улечу ненадолго и скоро вернусь», — добавил он. «Я скучала по тебе», — сказала ему вместо ответа Анисия. «Карр!» — раздалось вновь, и ворон вылетел в окно. Что-то кольнуло ее в сердце, появилась тревога в душе и дурное предчувствие. «Опять буду по нему скучать», — с грустью подумала она. Поднялась с кровати, умылась, оделась, прибрала покои и отправилась помогать слугам по хозяйству. В самый разгар дня появился сильный ветер, небо заволокло черными тучами. Замарашка уже знала, что последует за этими тучами. Она побежала в башню, поднялась на выступ и стала смотреть вдаль. Там, вдалеке, где виднелись крохотные дома королевства, начался пожар. Он разгорался все больше и больше. И вот в небе вновь появилась огромная птица и полетела в сторону, где разбушевалась стихия. Через некоторое время пожар прекратился, ветер утих, и тучи разошлись. В небе вновь светило солнце. Анисия вздохнула с облегчением и повернулась, чтобы уйти, но тут услышала хлопанье крыльев. Она уже стала узнавать эти звуки. Обернулась и увидела своего ворона. Он не подлетел к ней и не сел на плечо, как обычно это делал, а опустился на землю и как-то странно, хромая, зашагал по земле. «Что-то случилось?» — спросила она его. «Нет, ничего страшного не произошло. Просто неудачно пролетел около огня. Скоро пройдет». Он повернулся к ней и сказал: «Я проголодался, пойдем поедим». «Пойдем», — согласилась она, и они тихонько пошли в зал для трапезы. Когда они поели, ворон обратился к ней с просьбой: «Анисия, сможешь мне помочь?» «Да, конечно. Что я могу для тебя сделать?» «Да пустяк. Я подпалил немного свою спину и ногу». Он замолчал на полусловие и тут же быстро произнес: «Я подпалил немного свою спину и лапку», и добавил: «Ты намажешь мои перья?» «Для своего друга я сделаю что угодно». Она встала из-за стола и подошла к принцу Ворону, взяла его аккуратно на руки и понесла в лекарню. Когда она его осматривала, то увидела, что на самом деле ворон сильно пострадал. Анисия с большой осторожностью смазывала мазью все обожженные места. В этот момент в лекарню тихо влетела белая птичка и уселась на полку. Эта птичка всюду следовала за ними и наблюдала за всем, что происходило в замке. Она даже последовала за вороном, когда тот усмирял пламя, а сама держалась подальше от огня. Когда солнце село во второй раз, птичка-шпион улетела, как и было приказано. Конец 7 главы. Мои дорогие друзья, что будет дальше, мы с вами узнаем в следующем ролике. Я буду ждать вас с нетерпением. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы больше детей послушали эту историю. Ну а я с вами прощаюсь. Спокойной вам ночи и сладких вам сладких снов.